Гадание для Тельца, гадание о времени и о себе. Все, что вы хотели спросить, хотели узнать, но боялись спросить. Расскажут вам карты. Таро оппозиций. Сложная колода, сложные ответы могут быть, но задавайте вопросы. Спрашиваем про работу, любовь, деньги, карьеру и прочее. И как раз с работы начинаем. Работа работается, начнем с этого. И, в общем-то, можете и новую работу находить, причем при посредничестве какого-то активного человека, достаточно нейтрально к вам настроенного. Это не работа от знакомых, это работа вполне себе такая, на которую вы объективно попадаете согласно вашего послужного списка, однако как будто бы это время лишает Тельца инициативы в отношении собственной работы, собственной карьеры. Ваши усилия, перевернутый маг предупреждает, что работа не волк, в лес не убежит. В общем, ваши усилия магические, любые, не принесут желаемого результата. Не удастся наколдовать себе сейчас бешеный успех в работе и в карьере. Так, может быть, стоит и не вкладываться особо, может быть, и стоит принять ситуацию такой, какая она есть, и даже немножко отдохнуть. Вы будете сильно заняты работой, и это вам понравится. Есть риск перетрудиться. Здесь есть жар, здесь есть ресурсы. Жар вашей души, естественно. Это желание, с которым вы беретесь за новую работу или ваш бизнес. Карты горячие, то есть время очень деятельное, работа будет. Может быть, да, маг перевернутый, карты крупные. То есть работа в фаворитах, тема работы достаточно ведущая в это время у вас. В моменте перевернутый маг предупреждает, может быть, это грубо, но действительно не стараться особо, не вкладываться чересчур, потому что солнце здесь есть, да, солнце, как известно, восходит независимо от того, крутили мы рукоятку или нет. Совет по работе, по карьере Тельцу. Будьте в гармонии в мире с самими собой, действительно. Не перетрудитесь и поверьте, все происходящее у вас сейчас в профессии, в вашем бизнесе, это очень-очень правильно, гармонично. Это те достижения, которых вы заслужили. И выше, наверное, выше головы сейчас не прыгнуть. Просто так. Судьба одаривает, но сколько судьба отмерила, столько дала. Вы больше не выжмете из этого тюбика. Денежный прогноз очень интересный. Деньги у Тельца. Строго говоря, денежных карт буквально здесь нету, поэтому и каких-то заметных сумм, наверное, которые по-настоящему порадуют, тоже мы вам не обещаем. Море обязательств, для кого-то это действительно тяжкие обязательства, например, долги. Для кого-то это просто текущие обязательства, обременяющие расходы, которых у нас у всех очень-очень много. Необходимость тратиться каждый день на что угодно, школы, университеты, прочее. Не свобода в денежных вопросах у вас идет сейчас. Не свобода, то есть по ощущениям. Но вообще карта повешенной довольно субъективна. То есть, может быть, вы свободнее других-то людей, своих соседей, например, в деньгах, расходах. А кажется вам, что прям невыносимо, что прям каждую копейку приходится считать, работать много приходится, деньги трудно достаются. А туз кубков, и причем прямой выпадает вам. И советует вам, тельцам, заметить вообще-то подарки, но кубки, не пентакли. То есть подарок-то денежный,
дорогостоящий и ценный. Он в любом виде может приходить. В виде каких-то готовых платить клиентов в вашем бизнесе. В виде буквального подарка, например, от любимого человека. Подарок не слишком ценный. То есть он не имеет инвестиционного смысла. Это кубки, а не пентакли. Но подарок все равно денежный, потому что мы гадаем на деньги. И подарок с душой. И вот его нужно заметить, оценить и с благодарностью, да, уметь обрадоваться. Переживания ждут тельца на тему денег. Не надо ни с кем ругаться. Деньги — это вообще потенциально конфликтная тема, но не надо, не теперь. Не нужно теперь вот вчинять какие-то иски и требовать там застарелые долги со своих дальних родственников, потому что очень проигрышная, заведомо проигрышная позиция. Если затеваете конфликт на тему денег, да, неважно, это суды или на уровне разговоров, досудебные претензии, да, у вас абсолютно проигрышная позиция, испортите себе настроение и ничего не получите. Кстати, с такими картами не стоит и просить, наверное, денежной помощи. Подарок будет, но это не из прошлого. Смотрите, из старших арканов опять повешенный достается вам. Ну, трудно с деньгами, трудно. Вообще карта содержательная, у нее очень много и тонких таких смыслов. Она, например, советует вам не бросать крест. Вот, это касается расходов, как правило. Да, расходы велики сейчас. Да, многие непосильные. Многие кажутся даже лишними. Вот избавиться там, от чего-то отказаться и за что-то не платить. Сбросить этот балласт. Но нет, карта повешенная говорит, тяните лямку, старайтесь, вывозите эту какую-то такую расходную часть, потому что это окупится. Вот если избавитесь от бремени, ну, от бремени помощи, например, если вы вынуждены там кому-то помогаете систематически, то будет хуже. Потом будет хуже. Ну, из радостных новостей. Денежный подарок. Все остальное, конечно, более выглядит как ответственность. Не говорю, что плохо, я этого не сказала. Но деньги сейчас, теперь для вас деньги — это именно время, это зона жертвы, это зона ответственности, зона тяжких раздумий. Ну, может, с любовью повеселее будет для тельца. Про любовь карты говорят следующее. Что-то, какая-то некая история любовная в вашей жизни не продолжается. Почему-то вы не сильно расстроитесь из-за этого, но не продолжается переписка. Застоялся диалог, нет какого-то движения, как мы любим говорить, выхода на новые уровни в отношениях с партнером. Ощущение, знаете, в личной жизни карта мир, она что прямая, что перевернутая, хороша и имеет такой очень гармоничный смысл. И, ну, в общем, все, что происходит в любви у вас сейчас, а точнее не происходит, да, не происходит. То есть, например, отношения и не развиваются, и не заканчиваются. Брак и не улучшается, и до развода тоже не доходит. Но все это все равно очень-очень часть вашей фортуны и судьбы. Карта не советует слишком рьяно врываться в ход событий. Подождите. Вот особенно этот совет характерный для тельцов, которые ждут. Вот знаете, момент ожидания. Жду нового знакомства или жду наоборот, когда закончатся какие-то отношения. Нельзя никак, ни в коем случае это ожидание поторопить. Все задуманное Вселенной в отношении вас случится в положенное время. А вы поторопить или оттянуть, да, тем более эту историю не властны. Но вижу, что у вас много ожиданий есть на тему любви. Много ожиданий. Вы многого ждете. Вы буквально делаете сейчас ставку на некое происшествие, на некое событие, которое вот
должно перевернуть вашу личную жизнь или вернуть к вам человека, вернуть ту самую историю, от которой вы никак не готовы отказаться. Опять же, и перевернутая, да, тройка пентаклей лишает вас инициативы. Ничего не делается, ничего нельзя сделать, ничего нельзя поделать, как будто бы говорит вам. И увы, да, вот. Либо пары не будет, пока не складывается вот та самая пара, в которой вы себя видите сейчас, да, но карта скорее перевернутая, да, двойка кубков, она предупреждает, если у вас будет новое знакомство, если в любом случае вы окажетесь в паре, ну, в партнерстве, на свидании, да, с каким-то конкретным человеком, очень сильно следите, что ему от вас надо. Потому что перевернутая двойка кубков — это союз всегда, указание на союз, который не на любви основан, а на взаимной выгоде, немножко на обмане, а самое главное, он основан на выгоде, которая не состоится почти наверняка. То есть никто ничего не получит, и как следствие эта история закончится весьма печально, обидами, фрустрацией, трудными разговорами. Сложный прогноз получается. Совет старшего аркана о любви для Тельца. Отшельник. Ну, побудьте в одиночестве, правда. Вот самое здоровое сейчас — побыть в одиночестве. Не торопиться на это свидание. Ничего особо на себя не брать своими ручками, ничего не воплощать. Ожидание должно быть, но не напряженное. Побудьте в одиночестве, подумайте, выберите какой-то путь, потому что вот то, что сейчас возможно, здесь есть возможности и для свиданий, и для новых встреч, и для новых знакомств. То, что вот сейчас доступно, вот эти все опции в любви вам, это все не ваше и ни к чему хорошему не приведет. Домашние дела. Домашние дела. Следите. Дом, родственники, стены, недвижимость. Следите, чтобы не было слишком тяжело. Тяжело платить за наемное жилье, тяжело убирать за всеми, тяжело делать ремонт. Видите, какое-то чрезмерное напряжение, чрезмерные старания, которые спину вам гнут, а пользы никакой не приносят. Для Тельца скорее, в общем, карты такие вот выпадают, рекомендации. Я думаю, очень ценные советы мы получаем с этим раскладом. Здесь нет особо действительно таких впечатляющих подарочных моментов. Подарок есть денежный, конкретно подарок, да. Но здесь есть очень интересные советы, которые на определенный лад, которые должны определенный настрой вам задать на это время, на этот период. Общий совет для Тельца теперь в моменте. Карта сила. Такая она очень ресурсна. Находите источники энергии, альтернативные источники энергии в себе. Вы сильны. Вы можете справиться со всеми нагрузками. Беды мы вам никаких не пообещали, да, никаких бед. Нагрузки много. У вас просто нагрузка. У вас не потери, не отказы от судьбы. У вас просто тяжеловато тянуть вот это все, что вы на себя, естественно, сами взвалили, да. Поверьте, что вы сильнее, чем кажетесь себе. Что вот эта, не знаю, батарейка, да, какая-то запасная в вас на самом деле есть. Вопрос энергии. Вам хватит сил этот непростой период пережить. Вопрос только, откуда вы берете эту энергию. Кстати, сила — это всегда отсылка к физическому телу. Позаботьтесь о состоянии физического тела. Это и совет. Есть больше или правильнее, больше спать. Вообще живите, находите поводы для удовольствия, для того, чтобы
баловать себя для того, чтобы даже в какие-то скудные времена организовать изобильной свою жизнь. Правда. Карты суммарно и сила в конце буквально вопиют, да, и просят тельцов о себе позаботиться, на себя обратить внимание. Спасибо.